Приветствую, дамы и господа! Сегодня у нас на обзоре и распаковке новая версия от компании BitLighter, их фотофонаря. У меня здесь на распаковке версия Power, версия 2.2. Также я вам расскажу, чем отличается версия 2.2 от версии 2.0. Произошли довольно приятные изменения, но обо всем поподробнее. Начнем с распаковки. Поставляется все в такой же коробке, как и был. Теперь дополнительно у вас есть в комплекте подробная инструкция, уже доступна на английском и русском языках. Также обновленный блок питания. Все старая добрая клипса для крепления, которые ребята комплектуют дополнительными резиновыми прокладками, чтобы фонарь не царапался. Надежная клипса, которая крепит его на стойку. И сам фонарь в новом чехле. Ну, начнем по порядку. Здесь новое зарядное устройство. Что же изменилось? Напряжение и ток заряда остался прежним. Теперь оно выполнено в более надежном корпусе. Здесь стоят усиленные внутри радиаторы. Дает более равномерный ток без просадок. Стоят нужные фильтры, которые позволяют, опять же, отсекать вредное напряжение. Повышена надежность. И также имеем хороший длинный провод, который можно использовать на постоянную зарядку или же на питание фонаря от сети. Как мы знаем, и с предыдущими зарядками эти фонари работали прямо от сети. То есть вы могли воткнуть в фонарь зарядку и работать от сети без батарейки, фонарь был постоянно светил. Сам фонарь теперь поставляется в таком обновленном чехле, он видим теперь на молнии. Но сразу хочу обратить на ваше внимание, раньше были вот такие чехлы, они были мягенькие, и здесь был вот такой зажим. Минус этих чехлов, что у меня, допустим, лично, видите, зацепки, они цеплялись за разные липучки, которые часто встречаются у фотографов, зимой особенно на куртках, на перчатках, и оставляются такие зацепки, и некрасиво. Но он был полностью мягкий, здесь было пластиковое, ничто не могло поцарапать фонарь. Здесь же с вот этой вот металлической штукой, которую ребята придумали, получается, если вы носите этот фонарь в сумке с другим оборудованием, вот это вот металлические части могут поцарапать вам ваше оборудование, будьте внимательны с этим. Но появилось крепление на пояс, то есть теперь можно носить его на пояс, на клипсу носить. Весьма удобно. И опять же, теперь этот чехол не подвержен липучкам. Но теперь он предоставляет угрозу поцарапать ваше оборудование. Вот такой минус. Сам фонарь дизайн не изменился. Единственное, что изменилось, здесь стала версия 2.2. В чем особенности и отличия версии 2.2? Ну, сразу видим, поменялся регулятор. Вот, кстати, одно из моих любимых изменений. Теперь очень приятно клацать. Мелочи приятно. Ну, это незначительное визуальное изменение. Он сказал, более тактильнее и удобнее управлять теперь одним пальцем. Теперь, у меня на обзоре сейчас версия Power. Чем отличается версия Power? Она более мощнее. Ребята в версии 2.2 исправили прошивку самого контроллера. Теперь регулятор более плавный, что в обычной версии, что в Power. Сменные головы, которые появились. Теперь вы можете менять головы. Вот здесь у меня стоит голова, как видим, на 5700. Каждая голова имеет свою маркировку. Вы можете дополнительно заказать еще головы. Вот здесь, допустим, на 3000. И поменять. Теперь, то есть нет необходимости теперь вам выбирать определенный фонарь температуры, как было в первых версиях. Вы можете просто менять головы, докупить разные головы, поменял резиночку с маркировкой цвета и вкрутил новую голову. Весьма удобно. Менять очень просто, как видим, просто откручиваем эту штуку и ставим назад. Все, проверяем, чтобы работал и был хороший контакт. Конечно, советую закручивать до упора. Такой момент. Вот доступны опции новые разные головы. Также, как дополнительная опция, теперь доступны цветовые фильтры. Поставляется в таком варианте. Здесь много разных фильтров, резинки для крепления. Вы можете их фиксировать на голову фонаря или родной резинкой по температуре. Вот этой, но чтобы не мять, можно использовать эти мягенькие резинки и фиксировать вот таким вот образом. И теперь у вас уже зеленый свет. Единственный момент, сразу хочу отметить, фильтры поставляются здесь тонкая пленка, ее лучше, конечно, сдереть. Не сразу видно, и не так легко сдирать.
Вот. На каждом фильтре есть такая защитная пленочка, когда они новые. Вам надо в обязательном порядке их стереть, поскольку они будут перегреваться и дальше использовать. Вот с каждых из этих фильтров нужно ее снять вручную. Фильтр становится теперь горюче безопасным, скажем так, и теперь можно его использовать. И он не чувствителен, ну, к нагреву, то есть он может выдерживать от фонаря, нормально не будет плавиться. Если вы используете какие-то свои фильтры, можно, конечно, это не проблема, просто вопрос качества ваших фильтров, которые вы используете. Плюс также смотрите, чтобы фильтр не загорался, потому что идет довольно сильный жар вот здесь, и может поплавиться, испортить вам фонарь, и, не дай бог, взять какой-то пожар. Будьте к этому внимательны, используйте качественные фильтры. Набор фильтров здесь довольно большой. Под разные задачи. Также приятный бонус, чего не было в первых версиях, это вот такая вот резинка на саму голову фонаря, которая, во-первых, показывает вам температуру. Вы сразу отличаете ваши фонари. Если вы меняете голову, можно поменять резинку на нужную температуру. И плюс, когда у вас фонарь работает и горячий, а вы не в перчатках, то можно использовать эту резинку, скажем так, более безопасного контроля зума фонаря, вы не рискуете обжечься. Поскольку когда фонарь работает длительное время, то вот эта часть у него самая нагреваемая, особенно у версии Power. Еще приятный бонус в том, что теперь здесь внутри фонаря появились такие прокладки, видим, черные, которые позволяют держать батарею на месте, и при падении внутри тоже там появилось. И эти прокладки позволяют фонарю падать с большей высоты, оставаться при этом рабочим, то есть улучшена надежность и наработка на отказ, потому что бывают случаи, да, на съемках всякое происходит, может упасть там со стойки ветром или же ассистент у вас нечаянно уронил. Еще один момент, на который хотелось обратить внимание, внешний аккумулятор не поменялся, он остался таким же, на 3400 мАч, но внутренне ребята мне сказали, что они поменяли некоторые детали контроллера, чтобы более стабильнее работать с версиями Power. И сейчас во всех новых версиях, версия 2.2, вот смотрите, обязательно вот здесь указана версия самого фонаря, во всех версиях 2.2, которые сейчас идут, уже идут новые аккумуляторы, которые совместимы между собой Power и не Power, но если вы попытаетесь вставить, допустим, с первой версии аккумулятор, то могут возникнуть трудности при работе со старыми версиями аккумуляторов. Ну, теперь конкретней про версию Power. Как видим, здесь появилась, во-первых, надпись Power, зарядка осталась такой же. Сам корпус, вообще дизайн полностью не поменялся. Но здесь вот появились такие отметки на самом регуляторе. Появилась Normal, а потом есть серединное деление, видим, и дальше Power. Вот, и когда вы переходите это серединное деление, скажем так, середину, да, то у вас мощность уже больше, чем у обычного фонаря. Если вы вот работаете на вот этом среднем делении, то фонарь Power работает как и обычный фонарь, версия не Power. Что это позволяет? Во-первых, о чем особенность, скажем так, главный минус версии Power? Что он потребляет в 2 раза больше энергии, поэтому и батарейка у вас сядет гораздо быстрее. То есть минут за 40, за час у вас сядет на максимальной мощности. Но и это не самый главный минус. Самый главный минус то, что если при комнатной температуре, порядка 25 градусов, если вы снимаете в помещении где-то, или же когда у вас лето на улице и довольно тепло, то фонарь очень сильно нагревается из-за повышенной мощности. И у вас срабатывает термозащита. Термозащита срабатывает приблизительно через 8 минут. То есть через 8 минут работы фонаря у вас он будет выключаться. Здесь будет гореть быстро, очень быстро будет мигать вот эта лампочка, она будет красная и будет мигать. Как мы знаем, у этой лампочки есть несколько видов индикации. Есть зеленый, как сейчас говорит, когда заряжен. Есть желтый, вот видим на версии Power он сразу включается желтым. И есть красный. Когда батарея разряжается, идет красный, потом красный медленно мигающий, а потом загорается красный и просто фонарь тухнет. Если же у вас включается термозащита, мигает очень быстро красный диод. То есть оно блым-блым-блым-блым-блым. Срабатывала термозащита, что это значит? Вам нужно отключить полностью фонарь и подождать, пока он остынет до нормальной температуры и снова может работать. Вот это и есть самый главный минус, что здесь нет активного охлаждения, и поэтому, когда вы включаете на максимальной мощности, то через 8 минут будьте готовы, что фонарь у вас, скорее всего, отключится. Но если же вы снимаете, допустим, зимой, когда температура на улице уходит в ноль или даже минус, я делал уже такое видео, мы снимали с бета-версиями данных фонарей, был Power,
И у нас не срабатывала термозащита, на улице было порядка 0 градусов. Фонарь успевал охлаждаться от внешней среды, и все было хорошо. Термозащита должна его спасти, он не должен сгореть. Но, конечно, не стоит его при этом накрывать, как-то другим способом издеваться, накрывать какими-то тряпками, поскольку это могут, во-первых, вызвать возгорание, а во-вторых, не успеть сработать термозащита, он очень быстро нагреется, не знаю, там буквально за полминуты. Не советую делать такие эксперименты и издевательства над фонарем. Фонарь, опять же, остался не совсем водозащищенный, поскольку у него вот эта дырка ничем пока не закрыта. И если капает дождь, я, допустим, советовал бы заматывать изолентой или чем-то его закрывать. Вот именно вот эту дырку. То есть, конечно, не стоит заматывать саму головку, чтобы было охлаждение. Замотать именно вот этот разъем для зарядки изолентой, чтобы сюда не пролилась вода. Здесь же, в принципе, довольно все герметично. Здесь, как мы видим, есть резинка, да, на прокладку. И здесь также в голове есть резинки. Но, конечно, когда вы зумите вот здесь, вот так вот может попасть вода, если будет совсем уже затекать. Ну, это уже крайний случай. Опять же, совет, если вы снимаете в дождь, заматывать вот эту вот зарядку и не зумить. То есть поставить на один зум, чтобы головка не двигалась, и тогда шанс меньше, что попадет у вас вода вовнутрь, и все у вас потом будет хорошо после дождя. У меня есть опыт съемки с дождем, и все, фонарь переживает, все хорошо в этом плане. Ну, конечно, не стоит доходить до крайностей, топить его не надо. Это не подводный фонарик, к сожалению, пока. Еще версии голов Power и обычной версии совместимы между собой. То есть головы ничем вот эти сменные уже не отличаются. Если у вас есть сменные головы от обычной версии, вы можете их ставить на Power, и аккумуляторы тоже версии 2.2 совместимы между собой, вы можете их спокойно переставлять. Ну и что же нам дает версия Power? Во-первых, конечно, она есть минусы, которых я уже рассказал, но основной плюс это больше мощность, которую могут выдать фонарь. То есть яркость, которую получаете на выходе. По заявлению производителя она порядка 60%, он ярче. Я же сделал свое сравнение, я взял прибор. Вот такой прибор я использовал для замера яркости. Вот здесь у него есть штука, куда можно светить. Искал максимальную точку. Ну, в принципе, все как всегда. Единственное, что я не снимал это на видео, получается довольно скучно вам. Зачем смотреть эти замеры, я вам покажу сразу результаты. Но вот таблица, которая у меня получилась. Первый фонарик на 5700 кельвинов. Битлайтер версия 2.2 Power. Вторая версия просто без Power. И третий я замерил на 3000 кельвинов, опять же Power и не Power. Смотрим, я замерял на расстояние от 1 метра до фонаря в двух позициях. В точка, когда он максимальный зум выдвинутый и луч складывается в точку максимальную. Или широкий, когда максимально широкий луч. Здесь минимальное значение и максимальное значение. Также значение 1/2, которая есть, можно сказать, только на Power версиях. Та самая именно средняя черточка, на которой фонарь должен работать как обычная версия фонаря. Смотрим. Версия Power. Минимальные настройки 150 люкс. Если на максимуме 19500. Если брать аналог и сравнивать не Power версию, то видим, минимальная мощность увеличилась в 2 раза и максимальная увеличилась в 2 раза практически. Если смотреть на значение 1/2, то здесь видим 12800. Это даже чуть больше, чем 10900, которые показывают нам обычный фонарь. Если на широком луче, то же самое. 26 на минимальной мощности и 15, ну, меньше, чем в 2 раза. Здесь же 3400 и 2115. Где-то в 1,5 раза, видимо, увеличивается здесь уже на широком луче. И опять же, на мощности 1/2, когда фонарь работает без перегрева порядка 2 часов, мы видим мощность 2400-500 люкс. Теперь, для сравнения, взяли фонарик на 3000 кельвинов. У Power версии видим, мощность падает по сравнению с его более холодной версией. Но это, в принципе, мы знали и раньше, что более теплые диоды на 3000 кельвинов имеют меньше яркости. То есть, если вы хотите максимальную яркость от фонаря получить, берите, конечно, на 5700. Максимально желтый цвет это 3000 кельвинов. По сравнению с его не Power версией 8800 против 15650. Мощность практически в 2 раза в люксах. Но также хочу заметить, что эта мощность в яркости, она будет всего равняться одной ступени на фотоаппарате. То есть те, кто знают, что чтобы добавить +1 к экспозиции,
Это значит, что у вас мощность света должна увеличиться в 2 раза. Здесь у нас, можно сказать, меньше, чем в 2 раза, ну, практически в 2 раза. Вот здесь, допустим, на широком луче идет в 2 раза увеличение. То есть это максимум, что вам добавит, это один стоп фотографии, такая мощность. Это много ли, это мало, решайте каждый для себя, кто как снимает по яркости. Теперь среднее значение 10650 против 8800. Тоже видим на среднем значении он идет мощнее. И опять же увеличилась минимальная яркость. Есть люди, которым минимальная яркость была важна, имейте это в виду, что здесь у вас получается 150 против 75, а здесь 106 против 55. То есть мы имеем значение не только в максимальной мощности увеличения, но также имеем значение увеличения и в минимальной мощности. И здесь аналогично можем наблюдать, когда у нас идет на широком пучке. Здесь 2200 против 1650. И на максимальной мощности фонарь дает 3250 против 1650. Также еще раз хочу обратить внимание, что версия Power может работать как и обычный фонарь, если вы не выкручиваете регулятор больше середины. И он может светить без перегрева, работать при комнатной температуре, спокойно себе порядка 2 часов от одного заряда, и все с ним будет хорошо. Если же вам нужно кратковременное увеличение мощности, вы можете выкручивать яркость и получать больше мощности. Внутри версии Power стоят усиленные компоненты, которые позволяют работать ему на большей мощности, и более стойкий к температуре пластик, который позволяет выдерживать более сильный перегрев. И как говорит компания Apple, one more thing. И что у нас здесь есть? У нас здесь есть шторки. Да, наконец-то, после разработок, тестов, мучений, мы получили шторки на фонарь. Теперь вы можете ограничивать свет, луч света с 2 сторон. К сожалению, нету еще маленьких по бокам, чтобы с 4 сторон, но это уже большой прогресс. Мы можем контролировать свет и получать какой-то вот такой вот луч света, а не как раньше было вот неконтролируемый пучок, такой круг, да. Теперь мы можем его ограничить с одной стороны или ограничить его с 2 сторон и получать такую узкую линию, что дает больше возможности для творчества. Сами шторки идут металлические, покрашенные в черный. Крепятся на винтах, складываются. Само крепление идет, здесь пластик, и внутри идет резиновые прокладки, которые позволяют надежно сидеть шторкам на голове фонаря, и никаким образом вы уже их так просто они не спадут. То есть надежность, они не отпадут. Сейчас модно все на магнитах делать. Возможно, это будет в следующей версии фонаря, но магниты, как видим, не очень надежные. При малейшем, допустим, этом могут они отпадать. Здесь же сидит очень крепко и надежно. Еще один момент по шторкам. Мы видим, они здесь не обклеены ни бархатом, ничем, и поэтому дают небольшие засветы. Также, если вы хотите себе докупить шторки, у вас в комплекте будет идти новая часть от линзы, поскольку в предыдущих версиях вот эта часть, она была более глянцевая и бликовала. И это было заметно, если вы ставите шторки, у вас получается переотражение, поэтому в комплекте со шторками вам еще придет вот такая новая часть, которую нужно будет выкрутить и поменять стоя, она будет более матовая здесь внутри. Такие вот мелочи. Еще, возможно, попытаюсь обклеить шторки бархатом, и ради теста, возможно, не будет меньше засвета. Видим, есть моменты, да, вот, допустим, свет выпадает. Еще хотел опять же обратить ваше внимание, что в комплекте фонарь поставляется только с таким зажимом. Если вы планируете ставить его на штатив, советую докупить вот такую еще головку шарнирную. Возможно, она у вас есть уже от чего-то. Вы тогда можете вкручивать вот сюда вот его. И это вкручивать уже в ваш штатив, и тогда у вас есть появляется возможность регулировать наклон. Если вы же используете только со стандартной клипсой, наклон вы не сможете регулировать разве что за счет самого, допустим, штатива или какой-то стойки, на которую вы уже прикрепили. Ну, конечно, самый хороший способ это ассистент, который будет держать фонарь и будет направлять его куда нужно. Еще можно докупить вот такой вот маленький дополнительно такой штативчик. И ставить фонарь удобно, если вы снимаете где-то в помещениях или на пол, допустим, и светить вверх. Здесь уже сразу шарнирная головка есть, и ничего докупать дополнительно вот эту шарнирную головку уже не надо. Вы можете сразу накрутить клипсу
и регулировать угол наклона сразу с этого маленького штативчика. Ну вот, пожалуй, и все по данному фонарю. Мне версия очень нравится, я уже снял не одну съемку, покажу вам фотографии в конце, которые у меня получились. Если у вас будут вопросы по данным фонарям, задавайте в комментариях. Всем пока, до скорых встреч, удачных съемок!